Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и я продолжаю подготовку к Новому году. Знаете, очень соскучилась по новогодним елочкам. Делаю их только перед Новым годом, поэтому, наверное, вот этого месяца мне всегда мало, хочется делать еще и еще. Так что сегодня я вам покажу, как сделать одну из таких елочек. Много видео, как сделать другие елочки похожего плана или что-то совершенно другое у меня есть на канале. Заходите и смотрите. Ну а сегодня я вам покажу, как я делала вот такую миленькую елочку в красно-зеленом цвете. Так что давайте с вами приступать. Ну и первое, что нам нужно сделать, это саму основу. Ее можно купить готовую из пенопласта, как в магазине, также сделать самому. Моя елочка по размеру 29 сантиметров и снизу 10. Я беру вот такую папку «Дело». Она из плотного картона, для работы как раз подходит, и скручиваю, после чего сверху я подклеиваю все клеем и срезаю снизу, чтобы елочка ровно стояла. Использовать можно также совершенно любую плотную бумагу или ватманы. Вовнутрь елочки можно поместить бумагу, газету, чтобы она была плотнее, если у вас не такой плотный картон. И теперь сами материалы. Я буду использовать все красные материалы, что нашла дома. Но для того, чтобы все хорошо приклеивалось, чтобы у меня не отваливались материалы, на свою основу я приклеиваю мешковину. Можно использовать совершенно любую ткань или сизаль. Таким образом мы даем дополнительное крепление нашим материалам. Внутрь я наношу клей, заворачиваю мешковину вовнутрь и срезать лишнее не буду. Теперь сами материалы. Первое это будет хлопок, так как он у меня самый большой по размеру. И приклеиваю я его снизу своей елочки. Как сделать такой хлопок, я вам оставлю ссылку в описании, также в подсказках. В этот раз мне захотелось придать своей елочке немного другой внешний вид, поэтому все большие материалы, такие как шишки, желуди, хлопок, какие-то шарики, все, что самое большое, я располагаю снизу елочки, но кверху буду добавлять более мелкие материалы. Начинаю приклеивать весь материал ниже середины. Теперь будем делать вот такие мягкие штучки. Не знаю, как их правильно назвать. Я бы назвала, наверное, подушки. Беру кусочек ткани диаметром где-то 6-7 сантиметров. Сверху стягиваю и наполняю холофайбером. Если у вас дома нет холофайбера или любого синтепона, используйте вату. Она тоже подойдет. Ну а если вы используете подходящую ткань по цвету, то в дальнейшем в композиции ваши пухленькие штучки очень классно смотрятся. Затягиваю все, сшиваю, чтобы у нас все хорошо держалось, и тоже приклеиваю их на елочку. Я уже приклеила на свою елочку шишки, приклеила желуди, и теперь можно добавлять материалы более мелкие. У меня это будут тоже разнообразные шишки, косточки от абрикосов, разнообразные бусинки и ягодки. Сверху я все-таки решила приклеить мох.
Вот так выглядит моя макушка. Муж сказал початок кукурузы, посмеялись и работаем дальше. Буду использовать еще и искусственные веточки зелени. Это будет как ель, также какие-то листики, которые тоже я покупаю в строительном гипермаркете. Также они продаются в магазинах для творчества, в цветочных магазинах. Ну и на крайний случай AliExpress, там есть все. Сверху добавляю 3 длинных веточки и разрезаю ее на маленькие части, добавляю между материалами. И полностью заполняю всю елочку. Сверху я добавляю более мелкие материалы. Таким образом у нас материалы будут плавно сходить на мох, и выглядеть это будет красиво. После того, как я уже закончила елочку, я подумала, что можно было туда приклеить еще и пуговицы. Смотрелось бы тоже очень интересно. Добавляю вязаное кружево. Именно такое кружево очень здорово смотрится в зимних работах. Тоже вклеиваю в пустые промежутки. Ну и подставка. Подставку я решила все-таки сделать из пилодерева. У меня было несколько. Я выбрала тот, который очень давно валялся. Когда-то его даже красила. И мне кажется, он идеально подошел. Единственное, он кривой. Поэтому пришлось немножко потрудиться, чтобы его выровнять и все хорошо приклеить на елочку. Ну а для выравнивания я использовала пенопласт. И вот такое некрасивое соединение получается, которое теперь нужно закрыть. Закрываю теми самыми материалами, которые я использовала для создания елочки. Ну что, елочка почти готова. Остается акриловая краска или водоэмульсионная, какая у вас есть, нанести сверху, придавая заснеженный вид, и елочка будет готова. Я также еще снизу на деревянную подставку тоже нанесла немного белой краски. Выглядеть моя елочка стала намного интереснее. И все, на этом елочка готова. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!